из Брюсселя. Ребят, как думаете, что будет, если прийти в бельгийскую церковь и выпить там пиво? Все раскопано, разломано. Сейчас попробуем и скажем вам, насколько оно хорошее. You drink beer every day? Я сейчас тебе расскажу, как правильно бухать. Отель для насекомых. Это очень плохо может для вас закончиться. Ребята, мы находимся в Брюсселе в таком потрясающем лифте, несмотря на то, что он весь такой весь не натуральный, но он очень красивый. Настя, говоришь, что натуральный, красный. Да. В общем, это отель Метрополь. 450, давай. Это отель Метрополь. У нас я ни разу не была в подобном отеле, вот с такой стилизацией. Такое ощущение, что ты в старой-старой библиотеке. Первый раз вижу в отеле, чтобы не было подписано, в какую сторону номера. Да-да-да. О, прикольно. Так, на картинке была другая спальня. Я думала, я сейчас приду в королевский номер. Ребят, но на 5 звезд это реально не тянет. Смотрите, все такое старое. Да, вот здесь не хочется выносить вам негатив, ведь вы сейчас скажете, что я зажралась опять. И еще, кстати, коврами немного пахнет. Да, и прокурено. Пахнет коврами, да, прокурено, и одеяло дешевое. В Брюсселе вкусное пиво, поэтому мы сюда приехали. Всем привет из Брюсселя. Кстати, с нами Илюха Варламов. Илюх, привет. Кто не знает Илюху, это один из самых известных блогеров ЖЖ на ютубе, и где его только нет. У него телеграм-канал, один из самых крупных новостных. Ты, кстати, весь мир объездил, да? Абсолютно все страны. У меня еще 15 стран есть. Илюха был уже в Брюсселе, а мы не были, и поэтому он сказал, что, ребята, это не тот город, в который стоит приезжать. Честно говоря, везде стройка какая-то, непонятные люди, грязно. Смотрите, как это выглядит. Тебе нравится Брюссель, Настя? Романтично? Мне просто нравится путешествовать. Не важно где, важно с кем. В принципе, да, важно с кем. А, собственно говоря, что мы здесь делаем? Мы приехали в Брюссель для того, чтобы... Просто чисто на денек попить пивка. Да, мы приехали, сейчас поедем в аббатство, там, где монахи варят уже много-много лет, 1123 года, если память меня не ошибается, они варят там замечательное пиво, которое называется... Гримберген называется пиво. Бельгия славится не только брюссельской капустой, но не только шоколадом, но и вкусным пивом, да. Мы вчера затестили шаурму местную. Огонь. Очень вкусно. Но как раз вот наличие таких ресторанчиков говорит о том, что очень много приезжих, в том числе из Турции и откуда только нет, потому что это их еда. Короче, вот так это выглядит. Вот он настоящий Брюссель. Все раскопано, разломано. У них, походу, тоже мэр новый, да? Воняет куревом. Одни черные. Какие-то здания заброшены. С одной стороны, ничего не привозим в плане сувениров, никаких И магнитиков. мне как-то даже обидно немного. Да нет, мы просто перегорели. У нас есть 2 мешка магнитов, которые мы собирали там в течение 1 года или 2. Первый год, когда мы с Сашей поехали на Бали, мы привезли просто чемодан, реально, тарелок всяких, кружек каких-то. Все оказалось такого дерьмового Перевес. качества. Был перевес, все качество ужасное. Я помыла эти кружки в посудомойке, все облезло. Это мне в Швеции рассказывал чувак, у них есть такое понятие, я еще не помню, какое шведское слово. То есть это не покупать ничего того, что тебе не нужно. Да. Чтобы когда ты умер, у тебя не надо было из квартиры ничего выбрасывать. Там тебе нужна кровать, ты кровать да, покупаешь. у меня бабушка вот, так а вторая говорит. чашка тебе не нужна, и зачем тебе вторая чашка? Ну, про магнит вообще понятно. Да. А я, кстати, недавно, ребят, в Сапсане познакомился с Игорем Рыбаковым. Это человек-предприниматель, 78-е место в Форбсе. И мы с ним пока ехали, общались, очень много мне интересных вещей рассказал. Например, вот у него есть дети, и он говорит, что мы не хотим выращивать охранников нашего состояния, нашего имущества. То есть мы хотим, чтобы дети сами всего добивались. Поэтому они сделали со своей супругой Рыбаков фонд. Мы из общества забрали какие-то деньги, заработали их, да, и хотим обратно в это же общество вернуть. Уставной капитал, по-моему, 1 миллиард
миллиард рублей, и они помогают предпринимателям, стартапам, в общем, инженерам, научным всяким деятелям, то есть помогают в развитии, выделяют гранты, дают деньги. И он сказал, что этот фонд будет даже жить как Нобелевская премия после них, то есть он будет всегда пополняться. Ой, как вкусно пахнет. Можно я нарушу все законы и буду есть глютен? Вау! Это у нас главная площадь. Через несколько кварталов уже все заканчивается, и начинаются эти грязь, эти бесконечные сувенирные. Короче, здесь красивый, только самый-самый вот этот центр, вот этот пятачок, да? Бутылки, вон под лошадью лежат. После Японии это кидается в глаза очень сильно, вот то, что столько мусора. Не хочешь такую пиратку себе? Хочу. Как думаешь, какой у нее размер? 7. Мне кажется, что они качественно так сделаны на первый взгляд, да? А вот здесь, кстати, вкусная шаурма. Ну, в общем, ребят, в Брюсселе нет смысла оставаться надолго. Лучше ехать в Брюгге какой-нибудь. Точно не Брюссель. Ну что, время пробовать пиво. Здесь, смотрите, аббатство. Такие серьезные ребята. Амбре. Банч. Окей, банч. Вот такие бутылочки маленькие. Феникс нарисован. Хочу вам рассказать, почему у этого пива символ Феникса. Потому что это аббатство много раз сжигали, разрушали, и поэтому вот мы сейчас попробуем и скажем вам, насколько оно хорошее. Давай, Илюх. Нет, сжигать мы не будем. Вообще лайтовое такое, хорошенькое. Еще бы раковка кубанских. What do you usually eat with this beer? It's very good with fish and salad. Meat, it's better with ambre. You drink beer every day? Not the Grünbergen beer. It's too strong. When we have a meeting with in the community, then we drink beer. В общем, ребят, хочу вам рассказать, почему вообще монахи стали варить пиво. Это аббатство существует с 12 века, и в те времена хорошей воды, пригодной для питья, не было. И ту воду, которую пили обычные люди, то есть вода была очень грязная, и люди частенько заражались всевозможными болезнями, которые передаются через воду. Поэтому стали варить такие напитки, как пиво, эль. В Бельгии, в отличие от Германии, Франции, там, Испании, варенье пива не регулируется нормами. То есть то, что там чисто должен быть солод, вода и прочее. Здесь они могут добавлять всевозможные приправы, специи, фрукты. И поэтому пиво более разнообразное. Оно и крепче, чем немецкое. Обалденно. Делимся своим мнением. Пиво очень вкусное, но накрывает нереально. Я сейчас тебе расскажу, как правильно бухать. У каждого человека есть доза, когда тебе хорошо. У меня это 150 водки. И это самый кайф, который ты слышишь. Тебе легко, хорошо, ты понял, что это, условно, можно встать на канат. И начав идти по этому канату, у тебя есть два варианта. Первый, ты начинаешь больше бухать. У тебя количество алкоголя в крови увеличится, и ты превращаешься в пьяную, мерзкую свинью. Второй вариант, ты, наоборот, перестаешь пить. И тогда ты начинаешь засыпать, становишься скучным, нудным. Поэтому великое мастерство – это, встав на канат, пройти по этому канату через весь день, поддерживая одинаковый уровень алкоголя в крови. В идеале это надо ставить капельницу. Но поскольку капельницу с пивом здесь никто не дает, нужно пить, но зная свою дозу, стараться поддерживать уровень алкоголя в крови сквозь весь день. Тогда все будет хорошо. Лёх, есть оправдания какие-то? Нету. На самом деле, в
церкви алкоголь пить строго запрещено, но в такие дни, когда приглашают журналистов, блогеров, они сказали, что нормально. Можете ради контента, типа, выпить по стаканчику. Вообще, в России, мне кажется, убили бы за такое. А в Европе почему нет? Атеист, но вот в такие моменты я начинаю колебаться. Ребят, напишите в комментариях, как вы считаете, нормально вообще такое, чтобы пить пиво или вино в церкви? Короче, ребят, вот тот самый феникс, который символизирует это аббатство, в котором варится пиво Гринберген. Комната для телевидения. Здесь видосы пилят, походу. Отель для насекомых. Специально в Европе делают отели для насекомых. За счет того, что леса вырубают, они потом делают такие стенды. Смотри, мушка прилетела к себе домой, сейчас завалится. Или в чужой дом сейчас вломится. Прикольно, да, придумали? Ребят, мы решили пойти поесть. Забили в известном приложении ресторан. Подожди, не так. Я искал на Yelp, а Саша сказал, что Yelp говно, мы ищем на Foursquare, потому что вот в Бельгии, в Европе Foursquare, да, работает рулит. идеально, поэтому я найду ресторан на Foursquare. В итоге мы пришли в какие-то где кроме белок и ежей, ужей вообще нет никого. Речка есть, подожди. Типа, да, вот через 50 метров здесь должен быть шикарный ресторан, который вот... у которого рейтинг хороший. Да, хороший рейтинг, он из красного гида Мишлен, 1 звезда и... Да, при этом мы идем по такой прекрасной дороге. Карпаччо из жопы полярной лисы, нас ждет уже повар там стругает. Вау. Вот это вот солод, который карамельный, его чуть-чуть уже поджаривают, он становится таким немножко коричневым. А вот это вот жареный солод, который прям, ну так, Из него черное пиво конкретно пожарили, да, из него получается темное пиво. Это процесс пивоварения в миниатюре, как он выглядит. Все этапы, но только по-быстрому и коротко. Сейчас это такой солодовый напиток без алкоголя, здесь только солод и хмель. Похож на отвар от кашля. Бланш, Double Ambre, Blown. И прямо сейчас мы попробуем. Хотя мы уже его попробовали, оно очень вкусное. Ребят, всегда убирайте с собой, не будьте говнюками. Даже если вы так открыли пиво, обязательно возьмите и уберите в карман. На этом выпуск заканчивается, мы летим в Москву. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. В общем, всем удачи и пока!